Итак, друзья, всем привет! У нас приехала вот такая вот Volvo FH 460 лошадиных сил с двигателем D13. Где-то сделали ремонт, капиталку. Не хотел я снимать, конечно, это видео, но думаю, может, что-то будет интересное. Кто делал ремонт, хотя бы увидит, поймет ошибки. Скрыли мы, то есть не хотели даже брать в ремонт, потому что кто где-то делал ремонт полностью, капиталку двигателя, гильзовали, ремонт головки и так далее, но машина не едет, не тянет и троит. Сделали компьютерную диагностику, у нас 3-6 цилиндр, немного компрессия упала. Вот, будем выяснять. Начал я снимать клапанную крышечку, у нас вот здесь сорваны болты полностью, 3. Вот такие вот у нас болты здесь были вкручены. 2 почему-то, 3 вообще решили не вкручивать. Далее у нас еще открутился винт, вернее контрагайка. Вот она лежит. Это как раз 3-го цилиндра, возможно, в этом вся проблема. Также у нас по форсунке видно, то есть форсунка вот это и форсунка вот это, разница по винтам. Также видно, что выступ, здесь она торчит выше, чем все остальные. Либо там 2 шайбы, либо здесь шайба есть, а в других шайбы отсутствует, забыли поставить. Дальше проблемка имеется еще вот это, вентиляционный клапан. Ну, вроде бы он должен стоять здесь. Либо я чего-то не понимаю. Также у нас в плохом состоянии проводка форсуночная. Жгут проводов на форсунке. Просто оголенная. Ее необходимо менять. Сейчас мы снимем коромысло, открутим и снимем эту форсунку, посмотрим, что там. Наоборот, я не вижу на болтах. Я вот тоже не вижу. Я тоже думаю, как они, блядь, их делали. Очень интересно, на самом деле, да. Вы же когда затягиваете, вы их видите. Крышка грязная. Слушай, она ничего не делала. Нет, прокладка новая. В ГТЦ? Да. Прокладки я тоже заказал, чтобы Где ты видишь эту? клапан. Не, ты где видишь прокладку? С той стороны было видно. Прокладка Ну, новая. блестит она, по крайней мере. Мыли? Установили мы специальное приспособление и поднимаем ось коромысла. Так, ось коромысла мы сняли. Теперь снимаем форсуночку. Это мне сейчас посетила мысль при снятии коромысла. Блестит чутко вот этот. Четко видно, как блестит. Не восстановленный ли он? Капец. Короче, он еще и поврежден. То есть распредвал этот. Видно, как полировался. И вот здесь вот следы коррозии. Точнее, повреждений. Он восстанавливался, то есть восстанавливался, скорее всего, просто полировкой, не нормальным восстановлением, а полировкой, то есть была какая-то проблема именно на этом цилиндре 3. Вот
Посмотрим, что там с форсункой натворили. Ну, как я и сказал, по 2 шайбы. Так, снял я форсуночки. Трещина. Шайба одна. Шайбы. Кто? 2 шайбы. Форсуночка. Вот так выглядит. И вот так вот выглядит у нас 5-я форсуночка. Черная она. Прогорала почему-то, пробивала через шайбочку. Одна шайбочка. Ну, все черное. И стакан там весь у черной. Вот так вот у нас все это выглядит здесь. Сейчас мы с помощью фальш-форсуночки проверяем, уходит ли где компрессия. То есть пуск открыли, выпуск открыли. Держит ли клапана. Немножечко шипит вниз, слышно. Через кольца. Ну, это нормально. Потом камерой заглянем, посмотрим состояние колес. Может. Пятый и шестой больше всего через кольца дуется. Нет, слышно. Все, далее будем смотреть камеры цилиндров. Так, заглядываем камерой в цилиндры. Нагар. Задиры.
На третьем цилиндре у нас имеются задиры на гильзе. Вот он. Гильза задрана. Это третий цилиндр. Здесь у нас компьютер, мы смотрели, компрессия плохая. И здесь же у нас распредвал имеет повреждения. Эта шейка и эта шейка. Так, друзья, увидели мы плохой цилиндр. Согласовали с клиентом снятие головки и замена этого цилиндра. То есть гильзы, кольца. Будем смотреть, что там произошло. Вот, сейчас мы скрутим все, что нам необходимо для снятия ГБЦ. Снимаем мы крышечку. И вот сюда вот смотри. Не с этой стороны, а с этой стороны потек масла. Это то, что здесь болтов нет. Они отсутствуют. Вот в этой вот в промплите. Вот здесь вот отсутствуют болты. Один, второй. И здесь один, второй. Интересно, за 6 наверное, тоже нету. Можно не откручивать, да? Надо проверить. То есть с этой стороны болты вообще не поставили. Сборка прям на удивление супер. Не видно. Что здесь за крышкой-то не видно будет? Зачем? Зачем они там нужны? Нет там ничего, ни одного болта. Ни одного. А, ну вот вижу, да, вон там болтовый. Как раз она стоит. Да. За шестерню тоже нет У болтов. тебя сейчас там ТД стоит? Нет. Подкрути, посмотри. Да, сейчас буду ставить ТДЦ смотреть. 6 светится. Так, открутили мы здесь, достали проводку, открутили термостат, открутили все по кругу полностью. С этой стороны. Открутили все с этой стороны. Кстати, почему-то там болта одного я не обнаружил. Здесь где-то. Вот там. Во впускном коллекторе болта одного нет. Дальше откручиваем штуцер этот, который я говорил. У нас это именно редукционный клапан. Что он сделает здесь, непонятно, должен стоять спереди. Далее поставил я ВМТ на маховике меточку. И на мое удивление тут все совпадает. ТДЦ распредвал. И здесь. И проверочная по шестерне вот здесь. Где вот, о, видно, да? Вот так вот. Так, далее мы откручиваем теперь шестерню распредвала, снимаем и откручиваем вот эти 4 болта. Вот эти вот, раз, два, три, 4. Крышки распредвала. Распредвал не пустотелый, тяжелый. Вкладыши распредвала имеют
Вот такие задирчики. Так, смотрим, что мы здесь увидели. Увидели мы вот эту вот пролысину на гильзе. Вот так вот она выглядит. И плюс мне подозрительно вот эти следы от клапанов. Пробивали сюда. На выпуск. По выпуску. У нас тут вроде более-менее сухо. Кроме вот этого цилиндра. Он мокрый. Дал масло. Вот так просто сухой набор. Ну, здесь немножко. Здесь. На пятом также. Четвертый. Второй. Первый. Вот. Проблема с топливной, либо с кольцами тут еще могут быть проблемы. Также надо все проверять. Как бы так, на внешний вид неплохие, но что с кольцами мы не знаем. На поршнях есть нагар. По головке также видим масло. Видите? Третий вот так вот. Как они еще прокладку на герметик не поставили, я вот удивляюсь. Прокладка у нас дизель-техник. А герметик есть только здесь сзади. Снял я, открутил пустой коллектор. Здесь тоже видно масло. И причина, по которой отсутствовал болт. Залом. Решили не вкручивать. Ставили так, как есть. Эта сборка меня не перестает удивлять. Думал проверить, может, где еще заломы, почему они болты не вкрутили. Но нет, здесь заломов нет. Не видать, по крайней мере. Ну, увидел вот такую интересную ситуацию. Трещина в ГБЦ. Вот на этот болт. То есть вот этот вот кусочек может отпасть при неосторожном обращении с ней. Трещина есть. Ездил мазали, конечно же. Возможно, здесь тоже текло масло. Вот здесь вот все в масле. И идет она четко на этот болт.
дальше пошло. Так, дали нам добро на снятие поддона, соответственно, снятие этой гильзы. Посмотрим, что у нас еще здесь ожидает ли снизу. Сверху у нас много косяков. Посмотрим, что у нас снизу будет. Так, снизу я все открутил. Там никаких проблем не выявил сразу. Сняли поддон, проплетем. Достаем поршень. Кольцо у нас. Ой, это место у нас стерло. Вот, друзья, у нас чудеса не прекращают меня удивлять сборка этого двигателя. Вот у нас топ. Видно, да? Здесь топ. И здесь топ. С какой стороны? Вниз. Топ установлен вниз. Масляное кольцо слетело с поршня при снятии поршня. Задиры имеются вот в этом месте. Все, хватит рождаться. Так, друзья, вот у нас этот поршень, который задранный в этом месте. И нашел я еще один нюансик. То есть здесь вот подзадрано. И нашел я нюансик. Это... Друзья, видите, на этом кольце маслосъемном есть значок КС. Вот он. А вот это кольцо стояло на том поршне. Смотрите, ширина, разница. И КС нету, а есть оригинальный малешный номер. Вот он. То есть человек, устанавливая поршня, сломал это кольцо маслосъемное и, не заменив его на новое, просто поставил старое кольцо поршня, сняв, и установил. И вот они результаты. Эти результаты либо когда он устанавливал, возможно, повредил. Когда он там ломал, как он все что ставил, ну это, конечно, нам неизвестно. Но факт остается фактом, что вот на этом поршне, где задрана гильза и поршень, было установлено кольцо оригинальное, малешное, ну или можно сказать вольвовское оригинальное. Кому как удобнее, говорю малешное, потому как у нас поршня стоят фирмы Мале с завода. Вот. Так что вот такой вот выводы делайте сами. Все, здесь я уже поршня почистил. То есть вот так вот чистили там с такими наростами, нагарами. То есть за 30 километров такого быть не может. Это просто так почистили. То есть вот это вот место все вот в нагаре. Я почистил примерно вот так. Нагара нет. Поршень чистый, без нагара.